Идет уже четвертый год войны, и прямо сейчас мы наблюдаем ее самый кровавый и жестокий этап. Мы точно знаем, что положение, в которое Путин загнал российскую армию, с каждым месяцем требует все большего и большего числа солдат. Учитывая, что объявленная им 3 года назад мобилизация все еще продолжается, мы не исключаем нового витка массового призыва россиян. То же касается и ужесточения уже существующих методов вербовки так называемых добровольцев. В текущих реалиях люди – это главное топливо выстроенной Россией системы. И значит, ни один человек призывного возраста не в безопасности. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Мы, бывшие российские военные, отказавшиеся участвовать в войне против Украины. И уже более 2 лет мы помогаем другим, таким же, как и мы, кто так же, как и мы, решил перестать быть частью этой войны. За это время мы поговорили с сотней самых разных дезертиров. Офицерами, контрактниками, мобилизованными и добровольцами. Мы пристально следили за всем, что происходит и на фронте, и внутри самих войск. Сегодня мы хотим поговорить о том, что из себя представляет российская армия. Мы сознательно отложим в сторону ее преступления против Украины и сам моральный аспект участия в войне. Мы сфокусируемся на другом, на том, что Российская Федерация делает со своими собственными солдатами. И почему это будет продолжаться до тех пор, пока эта война продолжается. В камеру глянь. Я говорю, в камеру глянь. Как тут оказался? Сумрак приказал. Сумрак? Да, все на Сумрака Сумрак нормальный мужик. Таких как вы в яму и надо сажать. Ты каким тут оказался? На задачу отказался идти. А какого? Я 300. А ну, где ты 300? Покажи. Где ты 300? Если вам важно, чтобы это увидели те, кому это может действительно спасти жизнь, поставьте свой лайк и оставьте короткий комментарий. Это действительно поможет сделать так, чтобы это видео посмотрело как можно больше других людей. 3 года назад, после обрушения российского фронта, в Харьковской и Херсонской областях российские власти спешно объявили мобилизацию. Но все это не привело ни к каким стратегическим успехам. Да, в новостях каждый день звучат слова «прорыв», «успех», «освобожден очередной населенный пункт». Но если взглянуть на карту в масштабе всей Украины, то все эти продвижения – это буквально несколько километров. И даже они достаются ценой безумных потерь. Публичный список погибших, который ведет Медиазона, уже насчитывает 125 тысяч человек. А реальное число жертв с российской стороны может быть вдвое больше. Это 250 000 погибших. И это только погибшие, без учета тяжело раненых, чья жизнь навсегда перечеркнута этой войной. За 3 года Россия так и не смогла выйти на административные границы ни одной области, которую Путин осенью 2022 года объявил своими. В Луганской области, несмотря на все громкие заявления, Украина удерживает участок правобережья реки Жеребец. В Донецкой области, несмотря на все усилия российского командования, в этом году положение украинских защитников далеко от критического. А в Херсонской и Запорожской областях ситуация вообще почти не изменилась со времен вынужденного бегства российской армии осенью 2022 года. Даже если атаковать нынешним темпом, на захват этих территорий уйдут годы и еще сотни тысяч человеческих жизней. Многим, кто следил за этой войной пристально, известны примеры, которые ярко показывают подход России к ведению боевых действий. Авдеевка. 2 года боев, более 600 уничтоженных единиц бронетехники. И даже данные российских блогеров говорят о 16 тысяч солдат, размененных на руины. Угледар. Потери были настолько чудовищны, что политическому руководству пришлось на время спрятать от глаз генерала Мурадова, того самого, которого свои же собственные солдаты поразвали мясником. Но это лишь вершина айсберга. В реальности таких примеров десятки. Проваленные с военной точки зрения операции российская пропаганда преподносит как грандиозные победы. Именно поэтому даже провоенная аудитория сегодня уже не верит победным реляциям Минобороны. И когда мы говорим, что эта война бессмысленна, это не фигура речи, это констатация факта.
Все ее результаты – это тактические, локальные продвижения, которые не приносят никакой военной пользы и выгоды. Тысячи жизней кладут лишь за то, чтобы закрасить на карте несколько километров и заявить, что продвижение идет. Это не стратегия, это герасимовщина. Хаотичные атаки по всем направлениям, без единого тактического замысла, без стратегического подхода. Девиз начальника Генштаба прост. Не бывает позиционного тупика, бывает мало направлений. Так было с атакой в Харьковской области в 2024 году. То же самое сейчас происходит и в Сумской области Украины. Эти атаки не дают ничего, кроме картинки для телевизора. Но именно в создании такой картинки и заключается главная цель путинских военачальников. В 2022-2023 годах Россия потеряла тысячи единиц техники, и сегодня, броня на линии фронта, настоящий дефицит. Военно-промышленный комплекс, несмотря на все усилия, производит лишь 10 батальонных комплектов танков в год. Вдумайтесь, это всего лишь чуть больше, чем Россия потеряла на штурмах только одной Авдеевки. Советские базы хранения техники опустели. И любой российский военный, знакомый с реальным положением дел, подтвердит, там остались лишь гробы. Машины, восстановление которых либо невозможно, либо настолько дорогостоящее и сложно, что не имеет смысла. Безумное расточительство первых лет войны привело к тому, что истощились и запасы боеприпасов. Сегодня российская артиллерия стреляет снарядами, закупленными в Северной Корее. На смену провальным атакам колоннами пришло новое главное оружие России – мясной штурм. И это не метафора, это официальная тактика, которую генералы в уютных кабинетах называют тактикой малых штурмовых групп. И ее истинный основоположник – это Евгений Пригожин. Впервые он реализовал этот подход в боях за Бахмут. Тогда пропаганда предоставляла его тактику как жестокую, но вынужденную меру. Тем более, что главной боевой единицей там были заключенные. Сам Пригожин описывал эту схему как размен Ваник на Тарасов. С тех пор группа «Вагнер» уничтожена. Сам Пригожин убит, но дело его живет. Сначала Министерство обороны переняло тактику вербовки заключенных, а затем и саму методику их применения. Что значит мясной штурм на практике? В сторону противника бросаются десятки мелких групп. Сегодня тройки, а порой даже двойки бойцов. Их задача – пробежать как можно глубже в украинскую оборону. У них нет запасов. У них нет средств для закрепления, нет артподготовки, нет разведки, нет стабильной связи. Их движения хаотичны. И как бы ни хотелось отцам-командирам, но все это нельзя назвать ни тактическим маневром, ни тактической хитростью. Это буквально конвейер смерти. Штурмовики бегут на авось. А успех таких атак достигается не планом или расчетом, а количеством таких групп, отправленных только в одной надежде, что у украинцев на конкретном участке просто закончатся дроны и ресурсы для отражения таких атак. Для таких штурмов не нужна ни серьезная подготовка, ни обеспечение. Для них сгодятся все. Заключенные, мобилизованные, добровольцы. Возраст, звание или специальность не имеют для этого никакого значения. И уже никого не удивляет некролог по военному, который всю жизнь служил торпедистом на подводной лодке, а погиб как штурмовик безымянного украинского села. Минобороны формируют сводные штурмовые полки из РВСН и ВКС, а внутри воинских частей официально формируются стрелковые батальоны, в которых воюют не мотострелки, а обычные стрелки, без какой-либо бронетехники, без средств механизации. Вот уж действительно, деды воевали. У многих может возникнуть вопрос, а зачем мы передаем ДМР в войска стратегического назначения? Ответ прост. Из этих подразделений сформированы стрелковые батальоны, которые объединены в полк, которые сейчас выполняют задачи отдельных стрелковых батальонов, стрелкового полка. Вот, соответственно, как бы с соответствующим вооружением. Вот. Понятно, что все военные, все должны служить, любой военный должен готов взять в руки автомат. Вот. Но как бы хотелось бы, чтобы все-таки, поскольку у нас армия вторая в мире, да, чтобы специализация как бы выдерживалась. Потому что возникают некоторые вопросы, почему так происходит. Неужели у нас совсем нет резервов? Контрактники, которых еще не успели отправить на фронт, могут лишь отсрочить момент отправки. Новобранцам еще тревожнее. Кто подписал контракт с Минобороны, но еще не оброс связями и не понял, куда попал, почти всегда происходит один и тот же сценарий. Пара дней, и ты уже на войне. Неделя, и ты уже в штурме. Выжил, идешь в новый штурм. Это намеренный подход. Командиры и их окружение выбирают в жертву именно свежеподписавшихся контрактников. Это путь наименьшего сопротивления. Тактика мясных штурмов стала главным двигателем российского продвижения. И с точки зрения командиров она работает.
Карта закрашивается, доклады пишутся. А значит, пока идет война, такие штурмы будут продолжаться. А те, кто успешно ими руководит, получают и будут получать повышение. Звезды героев и эфирное время в телеке, где их, в насмешку над семьями загнанных на смерть солдат, будут называть не иначе, как героями. Недавний пример, который бурлил даже в провоенной среде, в штурм на верную гибель отправили двух дроноводов, Эрнеста и Гудвина. Их за нелояльность на мясо отправил личный командир полка, полковник Пузик. Скандал был громкий, но ни Следственный комитет, ни кто-либо еще не увидели проблем. Более того, вдову Гудвина, тоже военнослужащую, объявили в розыск. В прошлом месяце в розыске оказалась и сожительница покойного Эрнеста. А полковник Пузик с позывным «Злой» продолжает служить и гордо носит звезду Героя ДНР. И всячески восхваляется в эфирах Соловьева. И все это при том, что они яростные сторонники войны. Их история получила широчайшую огласку, а разобраться обещали все, от СК до министра обороны Белоусова. Ты не понимаешь ничего про Красную Армию, ее доблестных бойцов. Вы, вот многие, устраиваете истерику, там не бывая и ни черта не зная, и пытаетесь потом поднять наверх, а потом тихо слезаете с темы. Как вы, которые оскорбляли злого, настоящего русского офицера, героически себя проявившего с Мариуполя и до сегодняшнего дня, воюющего много лет, и поднимая на щит подонков, которые, да, погибли, но смерть их сделала мертвыми, она их не сделала правыми. А что, если ты откажешься идти на мясо? Вопрос со звездочкой, но ответ на самом деле прост. Тебя ждут пытки, издевательства и зачастую смерть. Методы принуждения нынешней российской армии – это калька практики борьбы с несогласными из так называемых ЛДНРов. Отказников избивают, пытают, приковывают к деревьям, сажают в выкопанные в земле ямы, подвалы, без еды и воды. А если возмущаются родственники, угрожают уже и им. Смотришь на это пристально и перестает быть понятно, кто кого присоединил на самом деле. Или все же Россия стала одним большим ЛДНР? Я лично участвовал в фиксации первой известной ямы для отказников и нарушителей дисциплины, которая перекочевала когда-то с Донецкой области в Россию. Это был 2023 год. И тогда это стало новостью. Публикация об этом вышла у важных историй. Но сегодня яма – это обыденность новостных лент. Сейчас мы живем в реальности, где у Минобороны есть целая сеть центров содержания военнослужащих. На деле сеть пыточных тюрем, разбросанных по оккупированной территории Украины. Самая известная из них – Зайцево. Она находится в приграничье Луганской области. Там солдат держат неделями и месяцами, избивают, пытают, морят голодом. И все это, чтобы сломать их и вернуть на фронт. Через Зайцево прошли как контрактники, кто подписал контракт еще до войны, так и мобилизованные, призванные позже, так и добровольцы, которые подписываются прямо сейчас. В Зайцево оказался даже бывший сотрудник Первого канала Илья Андреев. И многие СМИ тогда спутали объекты, спутав ЦССВБУ Зайцево, а именно за такой военной аббревиатурой Минобороны прячут такие подвалы, с одноименным населенным пунктом Зайцево в Донецкой области. За время нашей работы мы поговорили не с одним дезертиром, прошедшим этот ад. Люди, закрытые на Зайцевский подвал, были лишены медицинской помощи, подвергались систематическим пыткам, лишались сна и еды. Многих профилактики ради били током и поливали ледяной водой. Один из очевидцев, поговоривший с нами, несколько раз подвергался такому виду психологической пытки, как имитация казни. И единственное, что тогда заставило тюремщиков прекратить, стал сердечный приступ, начавшийся у пленника во время очередной имитации расстрела. Ну, там пограничники подъехали, потом через минут 30, наверное. Туда съездили, посмотрели, потом к нам подъехали, нас приняли, мы уже не убегали, не сопротивлялись, мы так вот поймали. И потом в тюрьму? Ну, типа тюрьму, подвал. Там, да, там место такое из Зайцева. Вот у Зайцева привезли в подвал. Туда как бы у всех таких, как беглецов, привозят. Меня 2 раза на расстрел водили. Как это? Ну, выкопать яму, все, мы тебя расстреливают. Наш пояс, никто тебя здесь не найдет, ты убежал, все, там, никто тебя без вести пропавший, до свидания. И когда смотришь на это, непонятно, что на самом деле страшнее. Сам пережитый кошмар
Или то, что этот кошмар легализован и компактно сводится к бюрократическим аббревиатурам, где у каждого есть официальный статус, назначенный начальник и персонал за подписью и печатью. Весь тот беспредел, который Российская Федерация выстроила по отношению к собственным же военнослужащим, это не произвол на местах и не чудовищная ошибка. Это, к сожалению, новая реальность, подтвержденная тысячами свидетельств. Это сознательный выбор, отработанный способ управления личным составом. Родственники российских солдат ежедневно рассказывают о пытках и принуждении. Сами военные записывают предсмертные видеообращения. В провоенных чатах гордо публикуют ролики с пытками российских отказников. Их брезгливо называют 500-ми. Систематические избиения, удержание в ямах и подвалах, применение электрического тока, обливание водой и лишение еды ради согласия идти в штурм – это пытки и по факту, и по закону. На бумаге в России все еще действует Конвенция ООН против пыток и статьи Женевской конвенции, прямо запрещающие пытки. И никакие чрезвычайные обстоятельства, военное положение, приказы начальства или борьба за русский мир не могут их оправдать. А что делает государство? Государство не только не прекращает эту практику, но и следственные органы имитируют проверки, а причастные к пыткам и их начальники продвигаются по службе и награждаются. Это означает двойную ответственность. Международно-правовую Российской Федерации за саму практику и нерасследование, и уголовную каждого исполнителя и командира за военные преступления и пытки. Да-да, вы не ослышались. За военные преступления. Потому что общая статья 3 Женевских конвенций не делит военнослужащих на своих и чужих. Ее нарушение – это самое настоящее военное преступление. Изначально статья 3 формулировалась для немеждународных конфликтов, но судебная практика трибуналов над военными преступниками закрепила, что статья 3 выражает фундаментальные гуманитарные нормы и применяется во всех конфликтах как базовый минимум для всех категорий, чьи права не описаны в других статьях. Этот минимум закреплен в дополнительном протоколе от 1977 года, который ратифицировал СССР, а Россия унаследовала. Там в статье 45 и статье 75 говорится о защите лиц, находящихся во власти стороны, участвующей в конфликте, без деления на своих и чужих. Следовательно, пытки и убийства любых лиц, оказавшихся во власти государства, включая собственных солдат-отказников, это не только нарушение прав человека, но и военное преступление по международному гуманитарному праву. Российская армия сегодня – это четко выстроенная система размена человеческой жизни ради новых штрихов на карте. Все в ней подчинено Путину и его войне. В этой системе нет своих. Она перемалывает всех. Как мы и обещали в начале, мы говорили и говорим только о российской стороне. И Россия выстроила механизм, где солдат покупают за деньги. А если не сработало, ломают пытками и принуждением, чтобы загнать в очередной, последний штурм. Все винтики этого механизма – преступники, военные преступники. От командира роты, приковавшего отказника к дереву, до министра обороны, учредившего сеть пыточных центров, и Путина, верховного главнокомандующего всем этим. Все это не ошибка, это способ управления, и он будет продолжаться ровно до тех пор, пока есть те, кого можно поставить в строй. Но у каждого есть выбор. Не подписывать контракт, не приближаться к военкомату. А если вы уже оказались в армии, то уходить. Бежать, выбрать жизнь свою и своей семьи. Да, за этот выбор сегодня преследуют. Этот выбор не бывает легким. Но вы не одни. Есть мы. Есть другие люди, которые вам помогут. Всем родным и близким мы напоминаем, что ваша роль сегодня может стать решающей. Задавайте вопросы своим родным. Держите с ними связь. Не тешьте себя надеждами на то, что вас это все обойдет. А если нужно, мы всегда готовы помочь. Мы не комиссия по нравам и не комитет по этике. Мы знаем, как работает эта система изнутри. И вся наша деятельность направлена на помощь тем, кто не хочет разменивать свою жизнь на очередной километр. А ко всем тем, кто занят закрашиванием карт, у меня честный вопрос. В зеркало смотреть не противно? Вы же так любите рассказывать, что вы офицеры, честь имеете. Каково вам сейчас называть людей мясом и прятать совесть за приказами и военной ипотекой? Мы продолжим помогать тем, кто ушел. Мы продолжим помогать дезертирам.
Продолжим собирать свидетельства всего того, что вы, товарищи командиры, сделали с нашей Родиной, чтобы однажды добиться ответственности для всех вас. Эта машина кормится молчанием и подчинением. Всего, чего хотят добиться от вас, убедить, что выхода нет, что вы одни, а правда никому не нужна. Мы «Прощай оружие», и мы здесь по одной причине, чтобы у тех, кто хочет сказать «хватит», был путь, был голос и была поддержка. Если вы разделяете нашу цель, вы всегда можете нам помочь. Распространите это видео, подпишитесь на этот канал. Если вы обладаете ценной информацией или нуждаетесь в нашей помощи, ссылка на нашу почту в описании. Прощай оружие и да здравствует жизнь. До очень скорого.